Пока с фронтовыми новостями затишье, самое время поговорить о ближайшем будущем, построить прогнозы относительно развития ситуации. Не люблю я обычно прогнозы строить, но сегодня попробуем. Как фронтовой, так и политической ситуации. Начать стоит с того, чтобы обозреть ситуацию на момент сегодняшний, от чего нам вообще отталкиваться в своих прогнозах. Главный итог последних недель выражен в городе Херсон. Херсон цель не военная, не точка на карте, это чисто политический исход. Политический смысл потери Херсона заключается в обнулении всех усилий Владимира Путина по строительству альтернативной правовой реальности. В чем был смысл вот этого смехотворного чертежа границ по окопам? Смысл был в том, чтобы переселить в эту параллельную реальность весь остальной мир. Предполагалось, что все должны были поверить в нерушимость российских границ и в перспективу ядерного удара для их защиты. Задним числом уже невозможно понять, могло ли вообще из этого что-то получиться. Могло ли получиться что-то из попытки нагнать на всех страху. В любом случае, вышло все настолько поспешно, неряшливо и смехотворно, что результат не только никого не впечатлил снаружи, но даже внутри России никто не отнесся к произошедшему всерьез. Чего стоит только ответ Дмитрия Пескова на следующий день после того, как Конституция обогатилась новыми субъектами Федерации. Мы, говорит, продолжим советоваться с местным населением по поводу того, где проходит граница. Никогда еще вопрос государственной границы России не требовал советов и консультаций. До осени 2022 года. То есть даже сам акт аннексии нельзя сказать, чтобы выглядел чем-то серьезным. Слишком поторопились, слишком карнавально все вышло, слишком аморфны оказались те рубежи, которые нарисовали Родине. У рубежей эти дрогнули буквально на следующий день. Ведь буквально на следующий день пал Лиман. Но все же ни Лиман, ни завоевание Украины в Херсонской области не выглядели символично. Символом был единственный областной центр захваченной России. Казалось, что уж его-то будут держать до последнего. Потому что его сдача не означает ничего иного, как возвращение в игру всех захваченных Россией территорий. Северодонецк, Луганск, Донецк, Крым. Все эти территории, выходят, что находятся в России точно на таких же птичьих правах, как и Херсон, утрата которого не вызвала вообще никакой официальной реакции. Никакой до такой же степени, как отступление от Киева, как бегство из Харьковской области. То есть российское руководство расписалось: ничего не изменилось, не обращайте на нас внимания, мы даже сами не верим в свой блеф. Это очень важный момент как для Украины, так и для ее союзников. Чем громче российское руководство говорит «это не блеф», тем очевиднее должно быть, что это именно блеф, а не что-то другое. Никакие правовые действия России не должны никого вводить в заблуждение. Границы страны зависят только от действий ВСУ, и больше ни от чего. Россия готова отступать столько, сколько будет необходимо. Что это дает нам с точки зрения прогноза? С точки зрения прогноза это говорит нам о том, что действия ВСУ ограничиваться какими-то политическими фантазиями Кремля, видимо, не будут. Если раньше можно было как-то рассуждать о красных линиях и даже иногда не в шутку, то сейчас они точно сняты с повестки дня. Любое направление может стать следующим для ВСУ. А были ли эти территории оккупированы после 24 февраля или до, это уже детали. Никакого магического флера, который подразумевался над ранее оккупированными территориями, теперь нет. В своих прогнозах действий ВСУ мы теперь смело можем ориентироваться только на военную логику. Днепр форсировать тяжело, поэтому, скорее всего, мы увидим наступление в Запорожской области или на Донбассе. Скорее всего, в Запорожской, потому что успех такого наступления разрежет российскую группировку напополам. Мы никогда не можем знать точно, каковы будут действия ВСУ. Но что мы знаем точно, художественный свист Владимира Путина на них точно не влияет. То же касается и перспектив применения ядерного оружия. Ядерное оружие хорошо как нереализованная угроза. Но Путин и особенно его окружение столько раз напрямую и намеками ссылались на него, и столько раз за этими словами ничего просто не оказывалось, они оставались чистым вздором, что угроза эта себя полностью дискредитировала. Сейчас поговорим о мобилизации. Попробуем спрогнозировать, каких
изменений стоит ждать в будущем. Но сперва небольшое некоммерческое объявление. Волонтерским разным проектам может быть полезно. Война – это не только мобилизация и падение экономики. Это еще и разрушенные дома и жизни. Нам порой кажется, что мы не в силах на это повлиять. Простые граждане сейчас просто не могут остановить эту ужасную войну, но каждый из нас способен хотя бы отчасти предотвращать ее последствия. Прямо сейчас сотни гуманитарных проектов эвакуируют, расселяют, кормят и лечат миллионы людей, пострадавших в результате войны в Украине. Однако многие из этих проектов сложно найти, и не всегда понятно, как им помочь. Решим.орг – гуманитарный хаб, который как раз объединяет такие проекты, волонтеров и всех неравнодушных людей. С его помощью можно всегда быть в курсе гуманитарной повестки и присоединиться к поддержке проектов. Также через хаб организации могут найти волонтеров в своей команды, получить различные консультации и информационную поддержку. Если вы хотите помочь или хотя бы просто почитать позитивные истории о помощи людям, подпишитесь на телеграм-канал проекта. Ссылку я оставил в описании. Продолжим. Мобилизация куда более интересная тема, потому что мы видим ее в динамике, но к результату, к каким-то последствиям, она еще не привела. Весьма вероятно, что после Нового года, в тот момент, когда закончится призыв, мобилизация продолжится. Продолжится с новой силой и на новом уровне. Да, российское государство то еще с точки зрения эффективности, но самые очевидные проблемы исправлять оно умеет. Самые очевидные проблемы мобилизации заключались в том, что вся вертикаль военного учета осталась глубоко в советском времени. Учет велся как попало и велся в бумажном виде. А данные между военкоматами и всеми остальными ведомствами, в первую очередь пограничной службой, не синхронизировались вовсе. Совершенно не готова к мобилизации была и правовая база. Все, что отделяло человека от отправки на смерть, штраф в 3000 рублей, который то ли вообще ни разу не выписали, то ли пару раз в Санкт-Петербурге. То есть такой, отказываешься ехать на фронт, 3000 рублей. В итоге мобилизация вышла странноватым мероприятием. Без разбора похватали всех тех, кто вообще не думал сопротивляться. Даже не сопротивляться. Похватали просто всех, кто на вопрос «пойдешь умирать?» не нашелся ответить «а можно не надо?». Не бери повестку, не ходи в военкомат. Главный совет от начала мобилизации оказался не просто удачным, он оказался серебряной пулей. Мы не знаем ни единого случая мобилизации тех, кто не хотел. Мы не знаем ни единого случая каких-то серьезных последствий за отказ. То есть буквально взяли только тех, кто сам пришел. Да, под конец мы видели облавы и всякие страсти, но страсти эти так напугали само начальство, что очень быстро были свернуты. Информационный бардак, позволивший людям легко скрываться от мобилизации, в том числе и за границей, и правовая пропасть, исключающая реальные последствия такого поведения, эти две объективные для российского государства проблемы, превратившие мобилизацию в одну большую профанацию, это две проблемы, которые сравнительно легко решить. Мы знаем, что прямо сейчас ударными темпами идет цифровизация военкоматов, что базы воинского учета спешно синхронизируют со всем на свете, начиная от пограничной службы и заканчивая газвыборами. Мы знаем, что в Государственной Думе тепленьким просто бери да принимай лежит законопроект, приравнивающий отказ от мобилизации к уклонению от призыва. Владимиру Путину все еще нужны люди на фронте. Ему нужно много людей, гораздо больше, чем есть сейчас, и гораздо больше, чем заданные параметры мобилизации, которая прошла. Мы знаем, что указ о мобилизации никто не отменял, и формальный ее юридический режим продолжает действовать. Мы знаем, что государственные ведомства и крупнейшие компании готовятся к новой волне и считают ее неизбежной. Мы пока не имеем понятия, будет ли новый этап мобилизации объявлен формально президентом или будет носить характер донабора, спущенный на уровень местных военкоматов и губернаторов. Скорее всего, второе. Волна эта будет организована куда лучше. В ней будет меньше хаоса и меньше серых зон, в которых можно отсидеться. Все те, кого мобилизация может коснуться, то есть любые мужчины до 60 лет, должны озаботиться своей безопасностью сейчас, а не тогда, когда билет до Еревана вновь будет стоить как квартира в Ереване. Да и выпускать в этот Ереван даже с таким билетом уже не будут. И через Белоруссию не убежишь. Эта дырка уже закрылась к концу еще той мобилизации.
Надо помнить, российское государство не целиком состоит из дегенератов и остолопов, иначе бы уже давно развалилось. Не на высшем уровне, там-то все, но на среднем уровне достаточно вполне эффективных бюрократов, которые не хуже вас с нами понимают. Мобилизация непуганных идиотов, 50-летних мужиков, решивших, что поехали играть в зорницу, больше не прокатит. Серьезность положения дошла плюс-минус до всех. Никто сам больше не пойдет в военкомат уточнять данные. Если прежняя волна облавами закончилась, то новая, видимо, с них начнется. Вопрос сбора людей на войну российское государство решить способно и обязательно решит. Ведь это новая задача, но решается она прежними инструментами. Учетом всего и вся, плюс полицейским насилием. Но вот со смысленностью мобилизованных, с обеспечением их необходимой экипировки и оружием, с этим российское государство сделать ничего не сможет. Прошедший месяц открыл нам бездны, которые нельзя было себе представить. Мы обнаружили, что российская армия лишена не только средств ведения современной войны. На бронежилеты и приборы ночного видения не похоже, что вообще кто-то всерьез рассчитывал. Но представить, что российская армия будет лишена элементарных теплых вещей, было совершенно невозможно. Казалось, что ими-то забиты склады. Если с правовым и информационным обеспечением мобилизации российского руководства вопрос решить довольно легко, то десятки лет воровства и некомпетентности в деле армейского обеспечения решить быстро не выйдет. Потому что это не баг российской армии, это ее базовая характеристика. 20 лет армейских реформ, $1 триллион на перевооружение привели к тому, к чему привели. Тыловым обеспечением российской армии теперь занимается Координационный совет Собянина и Мишустина. Не получится за 2 месяца перестроить систему, чьи проблемы исходят из самой ее архитектуры. Мобилизованных некому готовить, потому что вся профессиональная армия уже погибла или сейчас гибнет на войне. Армию нечем было обеспечить, даже когда группировка составляла 150 тысяч человек. Ее тем более нечем обеспечить, когда она выросла в 3 раза. И чем больше будет поток людей, тем тяжелее будет эта проблема. В результате схема получится весьма скверная. У нас есть государство, которое явно решит проблему сбора людей на войну, от которого ускользнуть во 2-й раз станет совсем не так просто. Но у нас также есть государство, которое точно не решит проблему превращения массы людей в армию. Рост эффективности в сборе людей и сохранение прежней эффективности в их подготовке и экипировке никак не изменит ситуацию на фронте. Зато резко повысит интенсивность гибели граждан на фронте. Повысит интенсивность гибели людей, но даст Владимиру Путину главное – время. Чем медленнее идет наступление ВСУ, тем выше шансы, что случится какая-то спасительная для Путина случайность. Холодная зима, жаркое лето, удачные результаты выборов хоть где-то, внутренний кризис в Украине, какая-то новая большая катастрофа, которая отвлечет всех от Украины в пространстве от новой пандемии до нападения Китая на Тайвань. Все 20 лет внешние обстоятельства всегда в конечном итоге складывались в пользу Путина. Сейчас он ждет ровно этого же. В конечном итоге, если строить свой прогноз не из фантазии, а из того, что мы реально видим, то сводится он к тому простому обстоятельству, что идет битва за время. Украина вынуждена торопиться. Лояльность общества в странах-союзниках Украины напрямую зависит от тех побед, что становятся публично известны. Западные избиратели хотят видеть, куда уходят их деньги. Если российская армия бежит и сдает позиции, значит деньги расходуются эффективно. Если война скатывается в позиционно-окопную, если хороших новостей нет, тогда люди от нее устают, а их настроение портится. Это, конечно, не приведет к сворачиванию прежних поставок, зато уничтожает общественный запрос на поставки новые. Действия Украины никак теперь не ограничены политическими мифами, никак не ограничены путинским блефом. Он сам сделал все, чтобы к этому блефу не относились всерьез ни внутри страны, ни снаружи. Но зато украинская армия ограничена временем. Она должна очень быстро бежать вперед, чтобы остаться на месте. Ни у кого нет сомнений в том, что Украина умеет обороняться, но теперь все хотят регулярных побед. Задача Путина противоположная. Побед от него никто уже не ждет. Всем понятно, что эта кровавая катавасия ничем хорошим не закончится. Его задача тянуть время, насколько это возможно. Тянуть время,
возможно, лишь насыщая фронт живой силой. Эта живая сила будет гибнуть массово. Но в данный политический момент это не важно. В данный политический момент задача не выиграть, а не проиграть. Просто дождаться счастливого случая. Пока ни один счастливый случай, на который рассчитывал Путин на этой войне, не произошел. Однако для тех, кто сейчас в России, это значит лишь одно. Чем дальше, тем выше цена в человеческих жизнях, которую Владимир Путин готов заплатить, чтобы выиграть себе немного времени. Если вы гражданин России мужского пола, помните об этой неизбежной угрозе и предпринимайте действия сейчас, пока государство за вами не пришло, пока можно просто купить билет и уехать. Потому что когда государство за вами придет, совсем не факт, что те простые мантры, которые мы читали тут в сентябре, будут работать дальше. До завтра.